50 сантиметров сухой земли весят около 200 килограммов. Для человека под ней это не могила, это ловушка. В такой ловушке у человека есть два врага – нехватка кислорода и паника. Кислород заканчивается медленно, паника наступает мгновенно. Сандра Паньяна не была наивной. Последние месяцы развода не были просто сложным периодом. Это был ад. Один сплошной конфликт, растянутый на недели. В таком положении человек живет не крупными событиями, а мелкими напряжениями. Дверь открылась, кто-то прошел по дому. Документы не подписаны. Разговор снова вернулся к одному и тому же. Главным спором был дом. Тот самый дом, в котором они все еще жили. Там были дети, вещи, документы. Вся прежняя жизнь, которую теперь нужно было делить. Дэвид вложил в этот дом годы сил и не хотел его продавать. Но денег, чтобы выплатить Сандре ее долю, у него не было. Чем дольше шел процесс, тем яснее она понимала, это уже не похоже на обычный семейный конфликт. В собственном доме она больше не чувствовала себя дома. Она начала спать в одежде. Не потому, что так удобнее. Ей нужно было быть готовой встать, схватить детей и выйти в ту же секунду. Сандра тайно вынесла из дома все самое важное. Она оставила у сестры тревожный пакет, свой паспорт и свидетельство о рождении дочерей. И там же записку. Одна фраза: «Он убьет меня ради этого дома». Это были не эмоции, это был расчет человека, который понимал, для Дэвида этот дом стоит дороже, чем ее жизнь. 19 мая 2017 года Сандра внезапно исчезает из расписания. Она должна была забрать дочерей после школы, но не приехала. Телефон не отвечает. Подруги начинают обрывать телефон Дэвида. И вот здесь важный момент. Дэвид не ждет, пока они сами вызовут полицию. Он набирает 911 первым. Голос растерянный, но почти убедительный. Ведь тот, кто сообщает об исчезновении первым, это не подозреваемый. Это испуганный муж, человек, который беспокоится. Через несколько минут приезжают полицейские. Он пускает их в дом без колебаний и сразу показывает ему листы. На них почерк Сандры. В записках она пишет, что уходит, что начинает новую жизнь, что дом достается ему. На первый взгляд все складывается. Женщина в тяжелом разводе, другой мужчина. Решение уйти. Муж, который сам вызвал полицию. И объяснение ее собственной рукой. Детектив Джек Мэттокс читает записку. Он молчит, читает еще раз. Сандра ушла к другому мужчине, но оставила детей. Начала новую жизнь, но оставила дом тому, с кем месяцами судилась из-за этого дома. И главное, оставила текст, где все решалось в пользу Дэвида. Сандра как будто вычеркнула себя из собственной жизни. На бумаге эта версия выглядела очень удобно. Мэттокс осматривает дом. Если женщина уходит навсегда, она забирает с собой хотя бы минимум. Но в гараже стоит машина Сандры. На кушетке лежит ее сумка. В сумке кошелек, ключи и даже кредитные карты. Мэттокс останавливается у этой сумки. Куда уходят без денег? Без машины? К какому мужчине без единой вещи? В спальне, прямо на прикроватной тумбочке Дэвида, он замечает его рабочий блокнот. Тот без колебаний позволяет детективу забрать его с собой. Даже смотрит слишком спокойно для человека, у которого только что пропала жена. Дэвид уверен, если листки вырваны, значит уничтожены.
Он еще не знает, что шариковая ручка – это гравер, что бумага помнит силу каждого нажатия, и что этот блокнот еще не сказал своего последнего слова. Эксперты помещают блокнот в прибор ESDA. На листок наносят магнитный порошок, который оседает только в микровмятинах бумаги. Это просто физика. Когда ручка давит на бумагу, след уходит глубже, чем кажется. И на глазах у детективов пустой лист начинает говорить. На нем проступают рваные буквы того самого отказа. Сандра писала текст не на коленке, не на бегу, спеша к любовнику, а в его комнате, в его личном блокноте, выводя каждое слово каллиграфическим почерком. Дэвид думал, что если он вырвет из блокнота важную страницу, то он чист. Но он забыл, что бумага помнит силу нажатия. Теперь у детектива была улика, но не было тела. И пока тела нет, Дэвид может стоять на своем сколько угодно. А потом сестра Сандры приносит конверт. В нем паспорт Сандры, свидетельство о рождении детей. И та самая записка дрожащим почерком, совсем не каллиграфически. Он убьет меня ради этого дома. 2 записки, 1 почерк. Но какая из них настоящая Сандра? Мэттокс смотрит на паспорт. Никто не начинает жизнь с нуля без документов. Сандра никуда не уходила. Но тогда остается вопрос, где она? 19 мая 2017 года. Город Прескотт, Аризона. Глубокая ночь. В комнате стоит тишина, от которой звенит в ушах. Сандра сидит за столом, сжимая ручку так, что белеют костяшки пальцев. Перед ней лист из рабочего блокнота мужа. За ее спиной стоит Дэвид. В его руках моток скотча. «Пиши, Сандра. Медленно. Каждое слово. Буквы должны быть ровными. Ты же не хочешь, чтобы полиция подумала, что тебя заставили?» Сандра выводит. «Я ухожу к другому мужчине. Дом оставляю Дэвиду». Она не смотрит на него, она смотрит в окно. За окном его пикап. В кузове лопата. Она видит ее уже давно. Дэвид говорит: подпишешь отказ от дома, и ты свободна. Это письмо – твой билет. Она хочет верить ему. Она пока не знает, что билет выписан в один конец. В яму на склоне горы Мингус. Май 2017 года, ночь. Пока город спит, сотовые вышки фиксируют маршрут Дэвида из Прескотта в сторону горы Мингус. И это не хайвей. Это безлюдные серпантины. Сигнал замирает в глухом лесу ровно на 90 минут. 1,5 часа тишины в 3 часа ночи. Что делают в 3 часа ночи в глухом лесу среди кустов, кактусов и камней? Возможно, ровно столько времени нужно мужчине среднего телосложения, чтобы выкопать яму глубиной в полметра и тщательно ее замаскировать. Детектив Мэттокс записывает координаты. Полиция выезжает по координатам GPS. Свежий холмик на склоне горы Мингус. Камни лежат слишком ровно. Трава присыпана свежим грунтом. Они начинают копать. На глубине 50 сантиметров находят Сандру в той самой пижаме, в которой в тот вечер она укладывала спать детей. Дэвид не стал копать глубоко, всего 50 сантиметров. Расстояние, при котором, кажется, до воздуха можно достать рукой. Но 50 сантиметров сухой земли весят около 200 килограммов. Это ловушка. Позже под ногтями Сандры найдут грунт. И это будет означать одно. Она была жива. Она пыталась выбраться. В дыхательных путях частицы той же почвы с горы Мингус.
Она дышала, когда оказалась под землей. Она была в сознании и знала, что происходит. Мертвые не пытаются выбраться наружу. Суд завершился 30 ноября 2017 года. В зале суда Дэвид до последнего изображал жертву обстоятельств. Его адвокаты выстроили версию. Ссора вышла из-под контроля, он испугался и в панике спрятал тело. Но в дыхательных путях Сандры нашли землю, а мертвые не дышат. И это означало одно, что он закопал ее живой. Никакой случайности. И чек на лопату, купленную за 48 часов до исчезновения Сандры, поставил последнюю точку. Дэвид Паньяна был признан виновным в убийстве первой степени. Он получил пожизненное заключение без права на досрочное освобождение. Он хотел единолично владеть домом. Теперь он пожизненно владеет только камерой в тюрьме штата Аризона. Без малейшего шанса выйти на свободу. А вам спасибо, что досмотрели эту историю до конца.